Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на октябрь 2022 года. Стараюсь для вас видео снимать заранее, для того, чтобы у вас был маневр для планирования, для вынашивания ваших планов. Искренне надеюсь, что полученная и услышанная вами информация будет вам во благо. Помогут мне сегодня в работе колдовского таро, а также оракул Символон. Поэтому настройтесь, пожалуйста, на расклад, подумайте о том, что вас волнует. Надеюсь, что карты раскроют именно те вопросы, о которых вы мыслите. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Общая энергия месяца. Как мы видим, у вас здесь ложится король пентаклей. Финансовые вопросы, безусловно, у вас будут на повестке дня. То есть, начиная от крупных покупок, инвестиций, вложений, финансовой помощи кому-либо, будь то ваши друзья, родственники и ваши знакомые. Ну и, конечно же, акцент на расширении ваших возможностей обретения финансовой свободы. Так как мы видим здесь карту двора, короля пентаклей, безусловно, это взаимодействие с человеком. Не обязательно он будет земной стихии по принципу телец, дева или козерог. Он просто может быть человеком состоявшимся, состоятельным. И в рамках этого периода у вас с ним действительно, знаете, как будет много встреч, общения, взаимодействия. С целью решения каких-то ваших вопросов и задач. Посмотрим, в какой именно сфере для вас это отыграется. По девятке чаш. Во-первых, для кого-то это может быть вопрос личных отношений, потому что это все-таки арканы физического притяжения, это карты любви, карты интимной связи, роскоши, удовольствия. И в целом это акцент на то, что вы можете тратить на свои удовольствия, будь то отдых, отпуск, крупные покупки, вдоволь поесть, сладко поспать, побывать в каких-то роскошных люксовых местах, либо побаловать себя чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому, знаете, как траты, которые оправданы, и траты, которые радуют душу и сердце. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь падает аркан Луна. По этой карте могу сказать однозначно, что у вас может идти изменение рабочего графика. Начиная от серии сутки через трое, либо работа в неурочное время, либо работа в ночное время. То есть здесь нет стабильности, идут кардинальные перемены. Это может быть связано у вас со сменой руководства, либо со сменой режима. Допустим, если вы проживаете в стране, где идут боевые действия. То есть это попытки адаптироваться под ситуацию. У кого-то это акцент на работу вахтовым методом. Сейчас посмотрим, как отыграется для вас данный аркан. Если вы на данном этапе не работаете и работать по ряду причин не можете, то Луна, десятка пентаклей – это забота о членах семьи, это вопросы материнства, это забота о людях старшего поколения. И, как следствие, финансовая поддержка, допустим, выплаты социальной дотации на детей либо на старших родственников, и какая-то финансовая помощь от них. Если же вы у нас ищете работу, то Луна и Рыцарь чаш – это интересные деловые предложения со стороны ваших родственников, ваших близких. И причем здесь трудоустройство, как правило, по этим картам пройдет в рамках месяца. Если же вы у нас наемный сотрудник, то Луна и Король чаш – это быть гибким, быть дипломатичным, тонко чувствовать ситуацию, найти подход к руководству, коллегам, замять какие-то конфликты, интриги, скандалы. У многих из вас здесь может еще отыграться ситуация, знаете, как углубление вопроса психологии. В первую очередь для себя. У кого-то как получение дополнительного образования, либо кто-то захочет из вас перепрофилироваться. Но эти арканы четко говорят о том, что вы чувствуете, что вам это необходимо. Кстати, по этим картам еще может быть, не говорю, что про всех, но у некоторых, может быть проверка на полиграфе, на вопросы лжи, обмана, связано с откатами, либо вопросами мошенничества на вашем предприятии. Поэтому, если есть такие моменты, то будьте к этому готовы. И если у вас свой собственный бизнес, то, что мы здесь видим, Луна и Император, это стабильность, это перспектива строить дело на долгие годы, передавать его своим потомкам. Да, по Луне вы можете здесь несколько устать,
попытаться временно отойти от дел, но сама по себе ситуация у вас стабильна, которая не требует вмешательств, либо каких-либо изменений в структуре вашей деятельности. Финансовая сторона вопроса по умеренности более чем стабильна. Доходы соответствуют расходам и наоборот. Жизнь стабильна, комфортна, жизнь полная чаша. Об этом, по сути, нам говорят и предыдущие арканы, как мы видели, король пентаклей, девятка чаш. Поэтому умеренность – это тратить на свое удовольствие, на свою зону комфорта или обустраивать себе быт. То есть таким образом тратить на свою жизнь, чтобы она вам приносила удовольствие. То есть по максимуму себе облегчить, не то чтобы свое существование, а то, как вы проживаете каждый свой день. Если смотреть вопросы состояния здоровья, у нас здесь четверка чаш. В большей степени у кого-то это изменение состояния, согласно, знаете, как изменение погоды, климата, адаптация к новым условиям. То есть это такая некая хандра, апатичность, плаксивость, сопливость, но ситуация решаема. То есть здесь активная деятельность или увлечение чем-либо поспособствует выходу из этой тоски. Если смотреть вопросы личной жизни, то, как мы видим, здесь у нас ложится тройка чаш. Радость, открытость, взаимодействие. Не исключена, конечно, ситуация для кого-то любовных треугольников, но мы сейчас проанализируем, чем это будет созвучно для вас. И если смотреть ситуацию для тех, кто у нас свободен, то по аркану маг это знакомство знаковое, ключевое, ну могу сказать не то чтобы по наводке, но в кругу друзей, в компании, на празднике, на вечеринке с чьей-то подачи. То есть это та самая ситуация, когда друзья вас пытаются с кем-то познакомить, с кем-то свести, дабы устроить вашу личную жизнь. То есть это такое приятное времяпрепровождение. Знакомство будет для вас воодушевляющим, интересным, то есть вы окунетесь в него с головой. Если вы состоите в любовных треугольниках, то тройка чаш, шестерка чаш – это все-таки ностальгия и желание укрепить те отношения, в которых вы не то чтобы состояли ранее, а которые были до появления адюльтера. То есть если вы женаты или замужем, это все-таки у вас может созреть позиция «хороший левак укрепляет брак», то есть погуляли и хватит, то есть желание, видите, восстановить гармонию, целостность в семье. Если вы любовник или любовница, это могут быть ностальгия по каким-то отношениям, которые у вас были в прошлом, и желание в них вернуться. Если же вы в стабильных связях, то тройка чаш и пятерка жезлов – это могут быть вопросы проявления ревности, конфликтов, выяснение взаимоотношений на почве разгоряченных страстей. Когда, допустим, по отношению к вашему партнеру кто-то проявляет особые знаки внимания, конечно, это вас может вывести из себя, или по отношению к вам кто-то может проявляться. То есть это то, что приводит к каким-то стычкам, выяснению взаимоотношений. Или просто сама по себе ситуация, когда ваш партнер или партнерша не приемлет ваших друзей или того факта, что вы часто с ними проводите время. Как следствие, это может стать причиной конфликтов в ваших союзах, в ваших взаимоотношениях. Если смотреть вопрос рекомендации от карт, у вас здесь ложится аркан правосудия. Но, это, знаете, как будьте мерилом справедливости, по принципу, как ты ко мне, так и я к тебе. Но не действуйте с позиции своей колокольни, действуйте непредвзято. И умейте оценить свое поведение, свои какие-то поступки со стороны, быть объективным, а не судить со своей точки зрения. Еще эта карта и акцент на то, что решайте любые вопросы в рамках правового поля. Не силой, не конфликтами, а все, скажем так, по букве закона. Ну и как следствие самое время привести в порядок свои юридические дела, если у вас таковые есть, или заняться вопросами оформления, переоформления документов и решения вопросов в органах административной или законодательной власти. И сейчас мы с вами посмотрим неожиданность этого периода. Ну что ж, карта духовного пути, духовного личностного роста, изменение целей, задач, мировоззрения, изменение внутренних установок. Это расти душой, знаете, как дотянуться к свету, менять свое окружение, тянуться за кем-то, кому-то соответствовать,
То есть расти социально, личностно, духовно и энергетически. То есть кто-то может проводить какие-то практики, посещать храмы, обращаться к новой религии, искать нового духовного наставника. Но в любом случае все то, что делает ваш жизненный путь легче, комфортнее, слаще и самое главное, знаете, как просветленнее. Жить в удовольствии, жить в радости, жить в благости. Чего, собственно говоря, и я, и арканы вам желают. Закрываем с вами проблемные точки, чтобы у вас не было никаких конфликтов, чтобы вы действительно радовались каждому дню вашей жизни и проживали ее на все 1000%. Поэтому зоны комфорта вам, контроля над любыми ситуациями, и пусть данный месяц вас непременно порадует. Я вам искренне и от всей души этого желаю. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.